Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео мы с вами научимся итальянскому набору петель по кругу. Смотрите, я провязала 4 ряда, и какой красивый получается край. Идеально подойдет при вязании шапок или, например, носочков, любого вязания по кругу. Итак, давайте приступим. При наборе петель для кругового вязания итальянским способом необходима одна спица. Оставили большой кончик, располагаем нить между большим и указательным пальцем, правую спицу заводим сверху, вытаскиваем, вот так оттягиваем и перекручиваем. Это будет первая петелечка для кругового вязания итальянским набором петель. Первая петля. Та ниточка, которая идет снизу, с нее и начинаем. Вводим спицу под нее и потом сверху за противоположную нить и выводим. У нас получилась лицевая петля. Теперь с обратной стороны вводим под нить снизу, теперь наверх. Получилась петля с перемычкой, изнаночная петля. Опять снизу наверх, снизу наверх. И чередуем так до того количества петель, которые вам нужно. В конце мы наберем последнюю петельку обычным для нас способом, привычным, да, для того, чтобы эти петелечки закрепить. И одна лишняя петля нам нужна для того, чтобы соединить вязание в кольцо. Набираем нужное вам количество петель. Когда вы набрали нужное вам количество петель, обязательно вязание закончите обычной петлей, обычным набором. Да? Здесь мы сформировали узелочек, и эта петля она будет держать все вязание. Далее нам нужно просмотреть, чтобы наши петельки не были перекручены. Видите, вот такой вот момент. Они перекручиваются. Их нужно все развернуть. Смотреть, чтобы они не перекрученные были. Развернуть и будем вязать по кругу. Так. Вот так. Берем спицы и начинаем вязать. Теперь нам нужно замкнуть в кольцо, соединить в кольцо. Да? Как способ соединения в кольцо есть у меня отдельное видео. Сейчас я вам быстренько покажу, как это делается. Левой спицей снимаем с правой петельки, с правой спицы одну петлю. Так, снимаем. Сняли. Теперь через эту петлю нужно продеть одну петельку с левой спицы. То есть вот эту первую петлю нужно продеть через правую. Так, аккуратно. Здесь у нас тугое вязание, поэтому аккуратненько все делаем. Так, сейчас я продеваю и снимаю на правую спицу. Вот так. Все ниточки подтягиваем, 2 кончика. И эту петлю, которую с правой спицы мы сняли, мы ее опять надеваем на левую спицу. Все, мы соединили в кольцо наше вязание с красивым способом соединения. Поворачиваем вязание на 180 градусов и вяжем уже вот так с этой стороны. Все, ниточки у нас, петелечки не перекручены, все внимательно вяжем. Первый ряд нам нужно провязать полой резинкой. Первая петелечка у нас изнаночная, мы ее снимаем. Далее идет лицевая, провязываем лицевой петлей. Далее изнаночную снимаем нить перед работой, лицевую провязываем лицевой. Изнаночную снимаем нить перед работой, лицевую провязываем лицевой. Изнаночную снимаем. И так провязываем первый ряд по кругу. Я закончила вязать первый ряд полой резинки. Приступаем ко второму ряду. Если в обычном наборе итальянском петель мы 4 ряда вяжем полой резинкой, чередуя, лицевую провязываем, а изнаночную снимаем нить за работой, что мы сделали сейчас в первом ряду, во втором ряду при круговом вязании мы лицевые будем снимать, вот сейчас у меня лицевая петля, мы ее будем снимать нить за работой, а изнаночные будем провязывать изнаночными. Лицевые мы снимаем нить за работой, изнаночную провязываем изнаночной. Итак, провяжем второй ряд. В третьем ряду мы будем вязать так же, как и первый. Изнаночный будем снимать, лицевые провязывать. А четвертый будем так же, как второй. Лицевые снимаем, а изнаночные провязываем. Я провязала 4 ряда, и смотрите, какой край красивый у меня получился. Такое же красивое вязание, как при прямых обратных рядах,
не менее оригинально получается. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!